Древний Египет. Страна фараонов и пирамид, одна из древнейших цивилизаций на планете. И по сей день история и самобытная культура этого государства, сложившегося в долине Нила, продолжает интересовать и будоражить многих. Но культура не существует сама по себе, ее создают конкретные люди, сообщества и народы. Вполне возможно, что наш уважаемый зритель задавался вопросами, а как выглядели люди, построившие пирамиды, на кого они были похожи, и живут ли сегодня на планете потомки древних египтян? На эти вопросы мы постараемся дать ответы в этом видео, рассмотрев историю Древнего Египта и его населения, опираясь на данные археологии, антропологии и генетики. Заодно разберемся, откуда в самом сердце пустыни Сахара наскальные рисунки и при чем здесь борьба афроамериканцев за гражданские права. Это историко-просветительский проект «Часовой», и мы начинаем. И для начала отметим очень важный момент. В разговоре о Древнем Египте неизбежно регулярно употребляются слова «африканец», «африканский». При этих словах большинство, наверное, представляет себе условного нигерийского студента, приехавшего в РУДН за дипломом. Однако, в действительности, перед нами не более чем географический термин. Африка – огромный континент, очень разнообразный как в плане климата и ландшафта, так и населения. Север Африки населен преимущественно берберами и арабами, большинство из которых относятся к европеоидной расе. К югу от Сахары начинается Черная Африка, на просторах которой, однако, можно встретить пигмеев или выделяемых генетиками в качестве отдельной популяции бушменов. Именно взаимоотношения разных популяций, а также миграции из Европы и Ближнего Востока представляют особый интерес в контексте истории Древнего Египта. Наш рассказ начнется не с момента объединения Египта основателем первой династии Нормером, а с гораздо более ранних времен. Необходимо посмотреть на то, как менялось население Северной Африки и конкретно долины Нила в додинастический период. А самое главное, какое влияние на судьбы обитателей континента оказывал природный фактор. Сегодня общепризнанно выглядит версия, в соответствии с которой именно Африка является колыбелью человечества, исход из которой порядка 100 тысяч лет назад положил начало освоению планеты представителями вида Homo sapiens. Однако, как складывалась жизнь тех людей, которые не покинули пределы Африки? Посмотрев на континент с высоты, трудно не заметить один из главных географических факторов в истории жителей Африки – пустыню Сахара. Самая большая жаркая пустыня в мире, Сахара, и сегодня разделяет Северную тропическую Африку. Но далеко не всегда Сахара выглядела так, как сейчас. В период последнего ледникового максимума, имевшего место 25-20 тысяч лет назад, климат на планете стал гораздо более сухим, что привело к исчезновению лесов, высыханию озер, например, озеро Виктория, и опустыниванию. Сахара была больше, чем сейчас, и практически вся территория Северной Африки оказалась малопригодной для жизни человека. Частично пересох и Нил, к берегам которого вплотную подступила пустыня. Однако, порядка 15-17 тысяч лет назад климат начинает становиться более влажным, и это несет очень важные изменения в жизнь людей. При переходе к Голоцену порядка 11 тысяч лет назад влажность становится максимальной, а Сахара перестает быть пустыней. Да, теперь на этих огромных просторах раскинулась саванна, покрытая травой, кустарниками и деревьями. На территории Зеленой Сахары водятся антилопы, крокодилы и слоны, обилие которых привлекает племена охотников и оставивших наскальные рисунки в самом центре будущей пустыни. Но кем были эти люди? Ответ нам могут дать антропология и особенно популяционная генетика, о методах которой стоит сказать пару слов. Как известно, человек наследует ДНК обоих биологических родителей. Причем гены не наследуются целиком, поскольку происходит рекомбинация. Фрагменты генов из поколения в поколение перемешиваются и замещают друг друга, образуя новые комбинации. Исключение составляют два участка ДНК, которые мы получаем от матери и отца соответственно. Митохондриальная ДНК и не подвергающийся рекомбинации участок Y-хромосомы. В свою очередь митохондрии передаются потомкам обоего пола от матери, в то время как Y-хромосомы наследуются от отца к сыну. Изучение этих однородительских маркеров позволило генетикам заглянуть в прошлое. Полученная нами от матери митохондриальная ДНК может привести нас к далекому предку по материнской линии, жившему тысячи и десятки тысяч лет назад. При этом митоднк подвергается неизбежным точечным мутациям, которые в свою очередь наследуются. Это дает возможность увидеть небольшие отличия в генетическом коде представителей разных популяций и определить, когда они возникли. Аналогичным образом были изучены мутации Y-хромосомы.
Дальнейшие исследования позволили в конце 20 века выделить отдельные гаплогруппы по мета-ДНК и Y-ДНК и составить их древо. Гаплогруппы, как группа схожих гаплотипов, выделялись на основе наличия нескольких общих мутаций. Каждой гаплогруппе было присвоено буквенное обозначение L, M, T и так далее. Теперь изучение миграции носителей тех или иных гаплогрупп позволило генетикам больше узнать об исторических процессах. Однако не только однородительские маркеры годятся для исследования этнической истории. В последние годы, наряду с изучением полиморфизма мета-ДНК и Y-хромосомы, становятся все более востребованы данные по аутосомным маркерам. Речь идет о генетических маркерах, расположенных на аутосомах, неполовых хромосомах. Ученых интересуют так называемые точки генетического разнообразия, однонуклеотидные полиморфизмы, или СНИПы. Изучение десятков, а в последние годы и сотен тысяч подобных СНИПов дает определенную информацию о геноме конкретного человека, в том числе и человека, жившего в глубоком прошлом, и если, конечно, удастся извлечь его незагрязненную ДНК. И позволяет ученым выделять как современные популяции, представители которых оказываются близкие между собой, так и древние популяции людей, существовавшие десятки и тысячи лет назад. И если говорить о древних популяциях, то нас интересует прежде всего деление на западноевразийские, условно говоря, европеоидные группы, и популяции тропической Африки. Итак, что говорят ученые об обитателях Северной Африки и раннего Голоцена? В середине 20-го столетия в гроте Тафаральт, что в Марокко, были раскопаны погребения людей, живших 12-15 тысяч лет назад. Исследование генетиков показало, что обитатели грота по своему происхождению оказались преимущественно потомками переселенцев с Ближнего Востока, связанных с натуфийской культурой. Обитавшие на территории Леванта натуфийцы собирали дикие пшеницу и ячмень, вели оседлый образ жизни и, возможно, были первыми в истории, кто начал практиковать выращивание злаков. Генетически натуфийцы ближе всего к современным жителям Ближнего Востока, Северной Африки и европейцам, и очень далеки от популяции Черной Африки. Мы наблюдаем возвратную миграцию западных евразийцев в Африку, причем это далеко не последняя и, вероятно, не первая волна возвратной миграции. По мнению некоторых специалистов, первая волна возвратной миграции в Африку имела место порядка 25 тысяч лет назад, в результате чего у негроидов в Восточной Африке впервые появилась западноевразийская генетическая компонента. Более того, именно с этими группами переселенцев исследователи связывают в дальнейшем распространение афроазиатских языков, к которым относится и древнеегипетский. На сегодняшний день существуют две гипотезы о происхождении этой языковой семьи. Первая – ближневосточная, в рамках которой натуфийская культура становится ядром формирования афроазиатских языков. Однако большинство лингвистов придерживается второй версии, в рамках которой прародиной становится Восточная или Северо-Восточная Африка. Отсюда носители праязыка мигрировали в частности на Ближний Восток, где поучаствовали в сложении натуфийской культуры. А натуфийцы, которые говорили, видимо, на протосемитском языке, как мы уже видели, вновь устремились в Африку. Долина Нила, несмотря на все эти миграции, по-прежнему остается малонаселенной. Да, сразу отмечу, что Нижний Египет находится на севере, а Верхний на юге. Лишь на территории Верхнего Египта и современного Судана можно встретить стоянки охотников негроидного облика. Одна из них, Джебель-Сахаба, функционировала 12-15 тысяч лет назад и привлекла внимание ученых своим могильником. Большинство погребенных имело следы ранений, в том числе и смертельных, нанесенных копьями и стрелами, что отражает историю кровавых конфликтов между племенами охотников, ведущих борьбу за ресурсы. Британские журналисты даже крестили эту борьбу Первой расовой войной, поскольку убийцы, очевидно пришельцы с севера, оказались внешне схожи с жителями Ближнего Востока и Северной Африки, а они со своими жертвами. В раннем Голоцене 10-11 тысяч лет назад охотники избегали расселения возле Нила, предпочитая саванны на территории нынешних Ливийской и Аравийской пустынь. Поэтому, в отличие от Ближнего Востока, где уже произошла неолитическая революция и живущие в поселениях люди перешли к земледелию и скотоводству, Египет по-прежнему населяли малочисленные племена охотников и собирателей. Однако все начало меняться и вновь из-за капризов природы. Примерно 9 тысяч лет назад начинается похолодание и аридизация климата, то есть он становится более сухим. Сахара вновь превращается в пустыню, вынуждая людей переселяться к берегам Нила. Кроме того, именно в это время в результате знаменитых разливов Нила начинается отложение в его пойме илистых наносов, делающих берега Великой реки пригодными для земледелия. Пазл сходится, и все условия для формирования земледельческой цивилизации готовы. Наступает додинастический период, в ходе которого в Египте формируется ряд неолитических культур, представители которых занимаются земледелием в пойме Нила и скотоводством.
И вот здесь уже между археологами начинаются жаркие дискуссии. Какой регион более значим для формирования египетской цивилизации? Тесно связанный с Ближним Востоком Нижний Египет на севере или Верхний Египет на юге, где очевидно взаимодействие с Нубией? Среди египтологов традиционно много автохтонистов, уверенных в местных североафриканских корнях египетской цивилизации. Однако очевидным фактом является ближневосточное происхождение египетского неолита, основой которого становится выращивание ячменя и пшеницы. Главный вопрос в рамках нашей темы – связано ли распространение культивированных злаков и технологий их выращивания с культурной диффузией или же с демографической экспансией, то есть переселением в Египет выходцев с Ближнего Востока, замещением местного населения. В Древней Европе, например, был актуален второй сценарий, подробнее в нашем видео. Первые неолитические культуры, несомненно связанные с Ближним Востоком, формируются в Нижнем Египте. Речь о так называемой фаюмской культуре А, поселения которой найдены в Фаюмском оазисе, и культура Меримде Бени-Салама в дельте Нила. Несколько более поздним периодом датируются неолитические культуры Верхнего Египта, Тассийская и Бадарийская. В жизни их обитателей, по всей видимости, большую роль играют охота и собирательство, в силу чего некоторые археологи делают предположение о большей численности населения на севере. Однако в целом считается, что именно бадарийская культура является основой уже для более поздних археологических культур, и именно физический тип бадарийцев наиболее схож с типом египтян уже времен фараонов. Вслед за бадарийской культурой и культурой Меримде формируется последовательный комплекс из трех археологических культур, известных как Нигада. Это происходящая от бадарийской амрадская культура в Верхнем Египте, которая сменяет нижнеегипетская герзейская культура. А финалом до государственного развития становится культура Нигада-3, которая распространяется уже на всю территорию Египта и с которой связано зарождение иероглифической письменности. С герзейским периодом связывают усиление контактов Египта с Ближним Востоком, а в особенности с Месопотамией. Это культурное влияние проявлялось в распространении новой формы булавы, выступавшей в качестве символа власти вождя. Вместо египетской булавы в форме усеченного конуса мы видим азиатскую грушевидную. Другие маркеры ближневосточного влияния – появление, несомненно, месопотамского образа хозяина зверей в изобразительном искусстве и цилиндрических печатей. Возможно также возникновение древнеегипетской письменности под влиянием Месопотамии, равно как и заимствование архитектурной традиции, строительства зиккуратов, результатом чего стало появление первых пирамид. Наконец, распространяется ближневосточная керамика. Все это, как покажут генетические исследования, сопровождалось прибытием новых волн переселенцев с Ближнего Востока, ассимилировавших переселившихся к берегам Нила потомков охотников и собирателей из западной и восточной пустынь. Так, из смешения местных элементов и переселенцев формируется население уже фараоновского Египта. Но что о нем говорят антропологи? Казалось бы, с изучением антропологического облика египтян вообще не должно возникнуть проблем, учитывая количество мумий и скелетных останков. Возможно, было бы и так, если бы в дело не вмешалась политика. Но давайте по порядку. Уже пионер американской антропологии Карлтон Стивенс Кун в своем Magnum Opus «Расы Европы» дал характеристику антропологическому типу египтян, охарактеризовав жителей Нижнего Египта как типичных представителей средиземноморской расы. К ней же он отнес и бадарийцев, отметив при этом их связь с более южными европеоидными группами. Другой классик американской антропологии Юджин Строугл, отметив незначительное присутствие негроидов в Египте в исторический период, сделал вместе с тем вывод о смешанном происхождении бадарийцев при преобладании у них европеоидного компонента. Однако время шло, методология становилась сложнее, и ключевую роль в анализе антропологических особенностей стала играть краниология, изучающая особенности строения черепа, и одонтология, рассматривающая специфику зубочелюстной системы. Цель антропологов здесь очевидна – сравнить группы древних египтян, особенно до династического периода, с другими популяциями и между собой. Начнем с зубов. Крупнейшим специалистом по одонтологии населения Северной и тропической Африки является английский профессор Джоэль Айриш, который в своих статьях сделал вывод о том, что, во-первых, все египетские выборки разных эпох из Бадарии, Абидоса, Хавары близки между собой. Именно бадарийцы, которые, по мнению Айриша, происходят от жителей более северных оазисов и имеют ближневосточную примесь, оказываются в центре общеегипетского кластера, показывая то, как выглядели египтяне в дальнейшем. Все египетские выборки входят также в единый кластер с другими североафриканскими популяциями от обитателей Канарских островов до нубийцев. Североафриканский одонтологический комплекс восходит к европеоидным носителям капсийской культуры, а сами североафриканцы резко отличаются от негроидов тропической Африки. Схожие выводов и специалистов по краниологии.
Чарльз Брейс отметил, что египтяне до династического и раннего династического периодов ближе всего к европейскому кластеру, а японские антропологи во главе с Цунихико Ханихарой в принципе поместили египтян из Нагады и Фив, а также нубийцев, среди европейских выборок. Все негроидные популяции заняли отдельное положение. Но если все так однозначно, то в чем вообще суть спора и при чем здесь политика? И тут в нашем повествовании появляется главный антагонист, знакомьтесь, Шамарко Кейта, профессор антропологии Американского университета в Вашингтоне, по совместительству черный расист и афроцентрист, который сменил, видимо, слишком по-белому звучащее настоящее имя Джон Даррелл Уолкер на расово верное Шамарко Кейта, который состоит в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, выступает на конференциях, посвященных памяти афроцентристов, вроде шейха Антидиопа, и дает интервью сумасшедшим черным расистам, рассказывающим про то, что Септимий Север и Шарлотта Мекленбургская были неграми. Вообще, агрессивные афроцентристы очень упорно пытались и пытаются доказать негроидность древних египтян. И не только. Сюда же записывают упомянутых нами натуфийцев, финикийцев и даже этрусков. Хотя всем известно, что этрусские на самом деле русские. Шучу. Возникновение афроцентризма в 60-е и 70-е годы 20-го столетия было тесно связано с борьбой афроамериканцев за гражданские права и является прекрасным образчиком ресентимента. Что может быть проще, чем заявить, что все древние культуры созданы негроидами, убедить себя в этом и преисполниться чувству гордости за воображаемое былое величие? Но давайте оставим аргументацию ad hominem. Быть может, работа Кейты представляет научный интерес? Разумеется, нет. Они представляют из себя образчик манипуляций фактами и использования некорректной методологии, в рамках которой египтяне сравниваются не с другими североафриканскими европеоидами, а с норвежцами и венграми. А из 36 одонтологических параметрах, используемых, например, Джоэлем Айришем и другими одонтологами, выбираются 8-10 тех, что показывают наибольшую близость египтян к негроидным популяциям. При этом Кейта и его единомышленники, как и положено современным американским антропологам, старательно избегают использования слова «раса». Рас-то ведь нет. И обвиняют оппонентов в белом расизме. Ну, вы поняли. Вместо этого используются замечательные термины вроде «тропические пропорции», а сами египтяне объявляются неотличимыми от нубийцев. Ну что ж, давайте посмотрим на нубийцев. В египетском искусстве традиционно нубийцы наделялись стереотипно негроидными чертами, что, кстати, поднимает очевидный вопрос, а как египтяне сами при этом могут быть негроидами? Но и с нубийцами ситуация отнюдь не столь однозначна. Уже упомянутый ранее Юджин Строугл характеризовал ранних нубийцев, представителей археологической группы А, как европеоидов, неотличимых от раннединастических египтян. При этом отмечал, что исходный физический тип нубийцев в дальнейшем в значительной степени изменился из-за миграции негроидных племен с юга. Схожим выводом пришел и одонтолог Скотт Хэдоу. Обитатели египетского поселения римской эпохи в оазисе Дахла оказались ближе всего к берберам-кабилам из Северной Африки. Кабилом является, например, Зинедин Зидан. Но также они очень близки к древнеегиптянам из Фив, Гизы и бадарийцам. Мало отличий демонстрируют и все нубийские группы эпохи 25-й династии, Мираидского и христианского периодов. Негроидные популяции, напротив, демонстрируют очень большие отличия. Так кем же были нубийцы? Здесь давайте ненадолго обратимся к генетике. Как мы увидели, нубийцы-христиане оказались близки к другим, более древним нубийским выборкам. Ну что ж, прекрасно. В 2021 году вышла статья генетиков, изучивших 66 геномов, не затронутых арабским генетическим влиянием нубийцев христианского периода 7-10 веков с острова Кулубнарти. Западноевразийский генетический компонент составил 57%, а сами авторы связали его с Левантом бронзового века. Современные нубийцы оказались генетически не связаны с христианами и отличаются существенно большей негроидностью. Схожие данные были получены и по однородительским маркерам. Из 6 нубийцев мираидского периода 4 имели характерные для западноевразийских популяций гаплогруппы. То есть египтяне демонстрируют определенное сходство с нубийцами потому, что сами нубийцы в древности являлись преимущественно европеоидами. Но все же, антропологический материал достаточно сложен для интерпретации, и окончательный ответ на вопрос этногенеза древних египтян могла дать лишь генетика. Долгое время анализ ДНК египетских мумий считался невозможным. Причины понятны. Жаркий климат Египта и высокая влажность в гробницах, а также обработка тел в процессе подготовки к бальзамированию, казалось, исключали вероятность извлечения незагрязненной ДНК.
Однако усилия генетиков оправдались. Еще с десяток лет назад речь шла об извлечении ДНК из отдельных мумий, прежде всего фараонов, а сейчас речь идет уже о выборках с десятками образцов и полногеномных анализах. Что же расскажет нам генетика? На сегодняшний день исследованы следующие мумии. Останки из могилы, как считалось, двух братьев из знатной семьи, живших в эпоху 12-й династии почти 4000 лет назад. В действительности они оказались двоюродными братьями, но у обоих была одна митохондриальная гаплогруппа М1А1, появившаяся в Африке в ходе возвратной миграции с Ближнего Востока. И да, это далеко не единственные древние египтяне, у которых она была обнаружена. Извлечена ДНК из мумии Намарха Джихутинахты, конец 11-й, начало 12-й династии. Вновь западноевразийская гаплогруппа У5Б, причем характерная прежде всего для европейских популяций и найдена у палеолитических жителей Франции и Германии. Особой удачей стало исследование мумий представителей 18-й династии, в том числе и Тутанхамона, обнаружение нетронутой гробницы которого в 1922 году стало настоящей сенсацией в египтологии. У Тутанхамона была определена мужская гаплогруппа R1b, полученная им от Аменхотепа III, и наиболее распространенная сегодня в Западной Европе. К слову, ее распространение в Европе связывают с экспансией индоевропейцев. По женской линии Тутанхамон получил от бабушки Тии гаплогруппу К, распространенную сегодня в Европе и на Ближнем Востоке. Ее отец, знатный вельможа Юа, также был носителем митогаплогруппы К и мужской гаплогруппы G2A, сегодня с низкой частотой встречающейся по всей Западной Евразии, но прежде гораздо более распространенной и связанной с неолитическими земледельцами. Антропологическая реконструкция Тутанхамона демонстрирует европеоидные особенности внешности фараона, равно как и реконструкции Рамзеса II и Нефертити. Единственной удачей для афроцентристов стало как будто бы изучение останков Рамзеса III и его сына Пентаура, втянутых при жизни в дворцовый заговор, в ходе которого Рамзес III был убит. У отца и сына была определена мужская гаплогруппа Е1Б1А, распространенная преимущественно в тропической Африке. Проблема, однако, в том, что достоверность результатов в силу малого количества маркеров невысока, и предикторы гаплогрупп в качестве наиболее вероятной показывают гаплогруппу Е1Б1Б, распространенную опять-таки преимущественно среди североафриканцев, европейцев и жителей Ближнего Востока. По-хорошему, останки Рамзеса III нуждаются в повторном изучении. Ну и завершая разговор об отдельных образцах, упомяну исследование наших российских специалистов, проведенное в Курчатовском институте. Извлечено ДНК 3 мужских мумий из коллекции Пушкинского музея, вновь обнаружены характерные для европеоидных популяций гаплогруппы, как по мужской, так и по женской линии, а также установлена принадлежность мужчин к средиземноморскому антропологическому типу. Однако настоящим прорывом стало исследование 2017 года, в котором коллектив немецких генетиков секвенировал митохондриальный геном из 90 мумий, а в случае с 3 образцами сумел осуществить полногеномный анализ. Сами образцы происходят из некрополя Абусира, что в Среднем Египте, неподалеку от Мемфиса, и датируются в широком диапазоне от Нового Царства до Римского периода. Данные по мито-ДНК показали практически полное отсутствие характерных для негроидных популяций гаплогрупп. У современных египтян их количество увеличивается до 20%, а у эфиопов преобладает. Анализ ядерной ДНК 3 образцов показал, что все 3 древних египтян тяготеют к древним и современным популяциям Ближнего Востока, отличаясь от современных жителей Египта меньшей долей субсахарского компонента. По мужским линиям у двоих была обнаружена ближневосточная гаплогруппа J, а в 3 образце характерная для Северной Африки Е1Б1Б. Ее распространение на континенте, по всей видимости, тоже связано с натуфийцами и другими выходцами с Ближнего Востока неолитического периода в ходе возвратных миграций в Африку. Кроме того, 3 исследованных образцов были обнаружены аллели, ассоциируемые со светлой кожей. Также была выполнена антропологическая реконструкция, демонстрирующая людей европеоидного облика. Истерика адептов концепции Черного Египта во главе с упомянутым Шамаркой Кейтой не заставила себя долго ждать. Авторов исследования обвинили в некорректности методологии, а также в том, что образцы представляют не древних египтян, а кого-нибудь другого. Например, кочевников-гиксосов, завоевавших Нижний Египет в 18-17 веках до нашей эры. Загвоздка, правда, в том, что все 3 образца не родственны между собой, при этом демонстрируют очень схожий генетический профиль. Ну и в то, что все 90 митохондриальных геномов принадлежат гиксосам, может поверить лишь очень упорный в своих заблуждениях человек. В качестве же удара милосердия для афроцентристов авторы приготовили еще одно исследование, в рамках которого было изучено 10 митохондриальных геномов, происходящих из 6 археологических объектов вдоль всего течения Нила. И вы не поверите, результаты в точности совпадают с исследованием образцов из Абусира.
И следующие исследования тоже, несомненно, дадут аналогичные результаты. В общем, нарратив о черных египтянах можно смело выбрасывать туда, где ему самое место, на свалку истории. Однако остается еще два вопроса. Как же выглядели древние египтяне и почему современные египтяне отличаются от них? Обращаться в поисках ответа на первый вопрос к древнеегипетским изображениям эпохи Среднего или Нового Царства следует с большой осторожностью. Египетское искусство, как живопись, так и скульптура, строго следовало канонам. Женщины, например, традиционно изображались более светлым цветом кожи, нежели мужчины, цвет кожи которых выглядел именно так, как он должен выглядеть у южного европеоида, живущего в жарком пустынном климате. Поэтому лучшим способом представить внешность египтян будет знакомство с погребальными портретами, обобщенно называемыми фаюмскими. Большинство из них действительно найдено в Фаюмском оазисе, в особенности в погребальном комплексе Хавара. Обычно любители истории про черных египтян утверждают, что на портретах изображены греки, римляне или еще кто-нибудь. Однако, в уже упоминавшейся нами статье одонтолога Джоэля Айриша есть выборка 1-2 веков нашей эры из Хавары. Что же пишет автор? Выборка из Хавары оказывается в самом центре общеегипетского кластера, вместе с выборкой из Фив эпохи Среднего Царства и носителями бадарийской культуры. А ведь именно бадарийцев археологи позиционируют как главных предков египтян династического периода. Египетские же греки оказались максимально удалены от выборки из Хавары. Фаюмские портреты в полной мере демонстрируют то, как выглядели египтяне 2, 4, 6 тысяч лет назад. Ну и в завершение пару слов о современных египтянах. Как мы уже видели, современные египтяне отличаются от древних больше доли субсахарского компонента. Но когда он был получен? Нубийское влияние на причину не похоже, поскольку, во-первых, сами нубийцы были преимущественно европеоидами, а во-вторых, скорее египтяне осуществляли демографическую экспансию на юг, особенно после завоевания Нубии в эпоху 18-й династии. По результатам исследований как однородительских маркеров, так и данным полногеномного анализа, причиной оказалась арабская работорговля. По оценкам авторов, с 7 по конец 17 столетия свыше 7 миллионов черных рабов прибыло в арабские страны либо по Красному морю, либо по торговым путям через Сахару. И в отличие от трансатлантической работорговли, в рамках которой в Новый Свет везли преимущественно мужчин, в данном случае большинство прибывавших были женщинами. Что и привело к тому, что у современных северных африканцев, в том числе и египтян, субсахарская примесь выявляется преимущественно по женским линиям. Еще один момент. Исследования показывают отсутствие значимых генетических различий между египетскими мусульманами и христианами, коптами. А это означает то, что арабское завоевание не привело к сколь-нибудь значимому изменению генофонда населения региона, что и так, в общем-то, было понятно, учитывая немногочисленность арабских завоевателей, пришедших в высокоразвитые регионы с высокой плотностью населения. Современные египтяне действительно оказываются в значительной степени потомками древних египтян, отличаясь от них значительно негроидной примесью и незначительно арабской. Итак, афроцентристский миф развеян. На этом сегодня все. С вами был Часовой.